Вообще капец, я не знаю. Кому сиськи надо смотреть? Не на тот сайт зашли вообще, вот ни разу. Тут как бы даже и не планируется. Вашего внимания, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, не, вот он 6. А это что у нас там такое? А это у нас гвоздь программы. Так вот, нам нужно будет все это замерить. Первое, видите, класс D на левый канал индуктивности и правый канал индуктивность. То есть мы видим, что 25 Вт стерео. Посмотрим напряжение. Это оно? Точно, оно. Вот оно. Напряжение можно однополярное до 30 вольт. На 4 Ома 18 Вт. Питание 12 вольт только. То есть, видите, не пропорционально на 8 Ом ему легче вывозить, чем на 4 Ома. Следовательно, у них проблема с проводниками, там ток слабый. То есть на 8-омной нагрузке он даже будет громче орать, чем на 4-омной. Ну давайте следующий. Это мы можем прочесть, вот какая-то информация вот здесь есть. Вы видите эту? Но мы тут сразу видим, что две индуктивности на левый канал и правый канал. Это значит, что это мостовой режим. Ну, очень жутко. Что это такое? 15 Вт стерео класс D. 15 Вт всего лишь. Слабо. 15 Вт. Вот здесь написано 15 Вт. Ну вот тут видно, правда, 15 Вт. Тут добавлена дорожка, потому что тут пришлось поесть и уже отслаивается. Тут хорошо получилось. Тут, видите, однополярное питание, и это мост, это нормальный полумост. И вот она. Вот она штука моя. По-моему, мостовая. И тоже чип. А это вот видите два чипа. Один на эквалайзер громкость, другой еще на дешифрование чего-нибудь. И только вот это чип усилитель звука. Сколько здесь напряжения, сколько вольт, это без понятия. Но я думаю, что он тут значительно чувствуется по сравнению вот с этим. Ну еще у нас вот это. 2 по 40 Вт. То есть видите, мост, 2 индуктивности, 2 штуки пистолета. Это монстр. Ну это у нас просто тупо усилитель для наушника. Просто проверить даже, оно действительно ли это круто. Но я же не знаю. Ну, в общем, ладно. Класс D. Ну, еще вот это. Супер-пупер. Он его купил. И вот сейчас мы проверим блок питания этого усилителя. Я не буду показывать. Это секрет. Я уже забыла, что надо там. Ах, вспомнила. Тут трудно забыть на самом деле. Да-да-да-да. Потанцуем? Давай уже. Так, давайте попробуем сейчас вот этот кабель подключить к емушке и проверим, насколько у меня емушка сейчас достоверно качество ЦАПа и АЦП. Вот я подцепил. Пойдешь сюда, 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 сюда и вот сюда. Сюда, 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 вот сюда. Ну что, давай попробуем. Потому что я в самом деле уже в шоке, не знаю, осталось ли все так же, как было. По-моему, да. Так оно и было. Но вот видно, что вот это вот чуть ниже, это повыше. В принципе, все так и было. 100 дБ, 0,5 и 0,5. Все так и было. Здесь на максимум. И здесь по минимуму. Все верно. Все как было. Ну, давай сейчас тестируем. Начать тест. Пошло, поехало. Прямая тихо. Да, вот это чуть-чуть один из каналов у меня нагибает, потому что является микрофонный вход. То есть не совсем одинаково конденсаторы стоят. Ладно. Искажения. Какие-то пульсируются. Что-то пульсирует, а непонятно что. А это как-то я помню, такое было как-то очень давно, поэтому я вообще пофигистски отношусь. Вот здесь вот находится палочка зеленая, здесь тоже палочка. Минус 100 дБ. В общем, я вам скажу, что это мелочи не будем рассматривать, потому что класс D все-таки значительно больше искажений. Поэтому это даже вообще можно сказать, что это очень здорово. Ну да, вот это 2 кГц уже было, я помню. Вот это не было раньше. Ну ладно, насрать. Кое-как работает, и слава богу. Так, сейчас я подключил. Видите, как резко упало? Минус 18 дБ. Оба канала. Это я подключил сейчас провод другой, который через делитель. Тут 6,8 кОм, 1 кОм, чтобы можно было подавать большое напряжение от усилителей. Как мы видим, искажение не столь заметно.
по проводу. Только это от палочки и вот это фон только. Это с резисторами проводами, это просто обычный провод в сам себе. 0.11 на 0.8. О, как здорово, да? Резисторы помогают. Ну, на самом деле, очень тихий сигнал. Мне пришлось подтянуть даже. Поэтому шум где помешать стал. Ну что ж, мы видим, что резисторы не так сильно влияют на искажение. В дальнейшем я буду уже пробовать. Это подключается к усилителю. А эти провода щупальца будут с резистора. В общем, вы догадываетесь, да, к чему я стремлюсь? Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Мне не жарко, мне не жарко. Я пингвинчик, я пингвинчик. Мне не жарко. И как вы думаете, что я сейчас делал? Видите вот это? Это микрофон записывает на уровне высоких частот. Провод идет сюда, и тут запись. Давай, поехали. Запись. И давай послушаем музыку. Громкость будет здесь. Я вам скажу, что чат усилитель работает 15 Вт. Оба канала. 4 Ома. Колонки 4 Омные. Давай послушаем. When you were before, couldn't look you in the eye in a beautiful world. I wish I was special. Yourself. Слышите, как отключается звук? Срабатывает защита. Он не нагрелся даже. Но звук уже все, полный тренис. То есть я вынужден делать потише. Сейчас проверим по блоку питания. Я оглушился. Они очень кричат на средних частотах. В общем, все, это охрененная громкость. Да. Так, слушаем дальше. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here.
Все, в общем, сейчас работали стереоколонки. Ну, не было таких вот какие-то... И не было прерывания. То есть, как я понял, при 12 вольт питании, а он немножко даже подсаживал, когда он вырубается, включается, видимо, там разряды, он подсаживает. И в 12 вольт, когда чуть падает, он автоматически отключается. Поэтому 11 вольт это порог отключения. Я поставил как 24 вольта и сротал так громко орать. В общем, я вам покажу, это потрясающе. Ага. И вообще не греется. Я вдохновлен качеством. Не, ну вы смотрите, а. Где вы видите вот такие вот радиаторы? Ну где этот радиатор? Он даже на гнезде сидит. Вчерашний день радиаторы больше не нужны. Матеркидовский сайт, и эта штука еще осталась. 2 по 15 ватт. Китайский синдром. Давай посмотрим. Наше напряжение до 26 вольта. Нагрузка 3,2. Возьмем розетор 4 Ома, как всегда стандартно у меня в условиях. Так, микросхема TPA3122. Давай посмотрим даташит. Мы видим, что мощность всего 10 Вт. При напряжении 24 вольта, 8 Ом, 10 Вт. 24 вольта на 4 Ома тут не указано. Да, видимо, предельное значение, там может быть даже защита срабатывает. Но как мы слышали, защита у нас не срабатывала на колонках. И искажение на 4 Ома, надо же. Вот наше условие. 5 Вт. Вот зеленая линия 5 Вт. Значит, на высоких частотах будет много искажений. А это спад идет, потому что невозможно посчитать выше гармоники, когда, допустим, на 7 кГц, там получается 400 кГц гармоника, и потом 21 кГц, третья гармоника. Невозможно посчитать. Поэтому она не засчитывает, и поэтому так вот резко ущить. Уже все подключено. Да это весь хлам какой-то. Это на мультиметр, это на блок. Ну, я, в общем, подключаю и смотрим, как получается график. Все, шум идет, потому что сигнал сейчас подается. Я начинаю повышать. Вот. Чуточку прибавил. Еще чуточку. Уже пошли искажения. Мы видим, что там уже 5 вольт. Все. И искажения пошли. Возвращаем обратно. Вот это меньше искажения, конечно. Там всего 1 вольт. Я вот пытаюсь увеличить. Да, уже клиппинг. Напряжения еще хватает. Ну да, клиппинг полностью, почти оба плеча, там уже все. То есть более-менее, чтобы нормально смотрелось, будем считать, что вот это нормально. Всего 5 вольт. 5 вольт, это что так мало? 5 умножить равно разделить на 4 Ома. 6,2 ватта. Ну, в общем, мало. 6,2 ватта это примерно как автомобильный полный мост и всего 12 вольт питания. То есть то же самое, что полумост, но всего 24 вольта. Поэтому чудеса здесь не наступило. Давай посмотрим на высоких частотах. Вот видно, что палочки такие вот образуются на 100 Гц. Из-за нехватки пульсации вот здесь вот внутри конденсатор стоит. Давайте на высоких вниз пойдем. Вот теперь можно обратить внимание на такой шум. Потому что если я уменьшу громкость, то шум уменьшается. Увеличиваем громкость, шум увеличивается. Ну, он вообще тепленький. А не, все, он горячий, я палец не могу держать. Что, значит, можем сказать, что 6 Вт официальная версия для 4 Ом на нагрузке. Причем, как мы видим, держит 5,2 вольта, не уходит в защиту. Вот теперь понятно, почему не хватало низких частот. А здесь явно не хватает низких частот. Одна клетка равно 1 дБ. 0, минус 1, минус 2, минус 3. Вот тут он режет. 70 Гц он же режет, все. Причина тому, что вот этот конденсатор, вот этот и вот этот, это конденсатор очень маленький объем. Я не знаю, зачем мастеркиты такие делают такие вещи, что маленький объем конденсатора, когда колонки будут 4-омные. Не хватает. Я когда прослушал музыку, здесь чувствовал, что не хватает особого такого мощного баса. И конечно, это на средних частотах будет казаться, что очень громко. На басах-то нет энергии. За счет этого можно повысить громкость ощущения на средних частотах. Можно доработать, поставить конденсаторы. Это уже как-нибудь сами разберетесь. Желательно поставить 2000 микрофарад. Я сейчас поставил клетку, одна клетка 3 дБ. Как я говорил, тут 70 Гц. И на высоких частотах немножко подъем. Помните, что класс D это всегда так происходит. Там индуктивность и конденсатор образуют такие частоты и срезают. Опускаем, все нормально. Повышаем. И все, клиппинг. Ох, я могу, я все могу. Наташ молодец. То, что надо было вот это, кое-как проверили. Теперь посмотрим вот этот. Здесь микросхема уже мелкий чип. Вот маленькая какашка в центре.
тоже полумост. ТП-3122D2 это ТП-3123 на один шаг выше. Посмотрим, насколько круто или не круто. Я открыл даташит 3123. Здесь уже видно хотя бы наша строчка 24 вольта, 4 Ома, 20 Ватт. 20. Или 1% искажения. 24 вольта и 4 Ома. 16 Ватт. Вот раньше, предыдущие, такого не было. Видите, тут нету 24 вольта на 4 Ома. Видимо, нагревался сильно. Тут уже есть. Так что посмотрим. Засветил лампочка. Хлопка я что-то не слышал. У него был хлопок при включении. Динамик щелкает. Ну давай послушаем. Ну, тут трудно сказать, лучше или хуже. Единственное, что бас снова урезается, потому что здесь те же самые конденсаторы мелкие. Давай посмотрим, какой там стоял. Ага, вот, на выходе вот этот вот сигнал находится 470 микрофарад. Здесь тоже самое. Да не, вы охренели, там 220 микрофарад. Тут 220. Тут 220, тут 220. Это же жопа. Где басы? Так вот выглядит искажение. Сейчас попробуем включить усилитель. Вот так выглядит искажение включены. 1,9,2 вольта. Мы видим, что сразу всплески на 100 Гц. Фон. Ну, давай попробуем подтянуть. 5 вольт. Все, 6 вольта. Пошли искажения. Вот видите, вот здесь на самых высоких такие вот всплески. И получается образуются такие вот искажения. Вот уменьшаем 4. Шум на высоких. Это именно шум-модуляция микросхемы. Ну, как всегда, вот 5 вольт. Вон там, видите, 5 вольт. В принципе, ничем не отличается от того, что мы видели в прошлой микросхемы. Сюрприза не получилось. Ну, давайте сейчас попробуем на высоких. Прогонимся. Здесь более очертается, хорошо видно фон 100, 200, 300, 400. Ну
Ну, все понятно. Так, потрогаем. Ну, вот чувствуете, что здесь что-то нагревается. И конденсатор нагрелись, и эти вот пальцы, да, чудо там тепло. Да, он через площадку, здесь припой, рассеивает тепло по всей сторону. Более усиленный ток через него больше проходит, но все равно достиг предела напряжения питания 24 вольта. Поэтому здесь всего получается 5 вольт, ну, так же как вот это. 6 ватт на выходе. Ну, давайте посмотрим на АЧХ. Ну, тут совсем позор. Смотрите, одна клетка 3 дБ. Вообще 150. 220 микрофарад. У него вот эта бочка. Он еще хуже режет. Вообще не хватает басов. Видите, как получилось? На 150. Раньше вот это было на 70. Вот здесь он резал. То есть 2 раза. А по высоким, видите, как уже в 3 дБ вверх и все. Давайте сейчас громче. Искажение. Клипирует. Тише. Вон там далеко ушла. В общем, я скажу, что этот усилитель, конечно, лучше. Я так думаю, если верить под даташитом. Токовые нагрузки у него больше, и тепло он легче рассеивает. Здесь тепло не рассеивается, поэтому типа он горячий. Это, наверное, получше, но нам придется перейти все-таки на мостовые режимы, потому что у них отсутствует конденсатор на выходе. Сразу обеспечивается хороший бас. Давайте проверим сразу, перейдем вот к этому. Это, по-моему, фирма Sanyo. Давай посмотрим микрочип. LV49152. Давай подадим большое напряжение. На него сейчас 24 вольта подается. Ну все, давайте запускаем. Что так? Горячий. Так, ладно, все понизим. 18 вольт. Ну давай попробуем еще раз. Ну, я впечатлен. Ну-ка, сейчас проверим. Ну, не так сильно нагрется сейчас. Но 24 вольта он все начал подыхать. Ну что, ну здорово. Мостовой режим, конечно, это здорово. Но с этим будет у нас проблема теперь с замерением. Как нам подключить резистор так, чтобы с него можно было брать показания на емушку вход? Дело в том, что у них смещение напряжения. Придется нам брать землю где-то оттуда брать, а 2 входа, левый и правый канал у емушки, будем собачить на левый и правый на одном канале. Через конденсаторы. Запомните уж шлепки, мне уже заколебали, все письма пишут. Как подключить мостовой режим к языковой карте? Через конденсаторы. Мать вашу. Так, смотрите, я подключил этот блок. Я только на один канал, потому что второй канал мы знаем, что он все равно глохнет. На колонке мы видим, что он глох. На 4 Ома он, скорее всего, не рассчитан. Использую один резистор. И с него, видите, у меня тут 2 левый и правый канала входа. Использую как качелька, видите, мостовой режим через конденсаторы. Постоянное напряжение имеется в виду. Землю вот берем оттуда. Черная, как земля. Сложно, я понимаю. Включаем розетку. Обратите внимание, то щипение вот видно. Чик-чик. Это, похоже, шим-модуляция уже самой системы вот это. Потому что, помните, раньше мы такого не видели. Сейчас это один канал только. Левый и правый канал берется с одного канала этого усилителя. Так, подаем напряжение. Пошел сигнал. Видим, что там уже 2 вольта. Какие-то много-много искажений. Видите? 4, 5. Образуется качелька. Левый и правый канал берется с одного резистора. И потом так вот качает сильно. Усиливает мощность. Это жутко. Он может вам сломать высокочастотник. Нахер такой нужен? Но мы видим, что там 7 вольт. Попробуем увеличить по питанию. Все, сработал
тупо защита. Отключил. Работает. Вот это говно какое-то, правильно? Все, сработала защита. Здесь 22 вольта. То ли это, по-моему, температурная защита, он пытается. О, как он горячо. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, сработала защита, и он вырубает. Давай тогда прот уменьшим. Снова отключаем. Давай все по высоким. Ну, как-то видно, что высокие же сильно много искажений здесь. Сработала защита. Опять, то есть на высоких большая мощность, что ли, требуется. В эту 16 вольт. Да, чем ниже частота, тем меньше искажение. Есть такая зависимость. Что-то на высоких частотах он даже больше шумит, чем предыдущие, которые мы здесь измеряли. Уже 7 вольт. Ну все, искажения пошли. Защита срабатывает. Ну давайте представим 7 вольт. 7 умноженное равно RDI 4. 12 ватт. Ну вы понимаете, да, что это 12 ватт, это никому не интересно. Смотрите, одна клетка 3 дБ ломать начинает уже на 20 Гц. Это хорошо прямая линия, но вот здесь, смотрите, вот это, помните, на искажении, вот эта вот была палочка на высоких, ультравысоких, и здесь еще палочки. Это как раз его шумоизоляция микросхемы здесь. Ну и здесь, видите, как... Это жопа какая-то. Ну, в общем, я думаю, что нужно будет суммировать эти оба канала и получить результирующее. Дело было так. Я создал генератор звука через программу RMA. И здесь весит 192 кГц. Потом запустил через эту, указал 192. Потом идет запись. И образовался вот этот файл. И нижняя сторона, видите, они в противофазе. Потому что там мостовой режим. И нижняя сторона инверфазовая. Потом выделяем это весь блок. И режим моно. И генерировать. В итоге мы получаем вот такой файл. Мы видим, что тут нет всплесков на ультравысоких. Это обычный шум там. Он до 20 кГц и начинает обламывать. И все уходит вниз. Довольно прямая частотка. И вот искажения пошли. Все. Я ничего не трогаю. Вот так вот трещит, и защита сработает. Все. Защита. А вот включается. Сейчас снова защита сработала. Помните, как на высоких что-то там... Все, в общем. Не рекомендую эту вещь брать. Для 4-омной нагрузки он не подходит. Да, вся плата уже теплая. Фирма Sanyo, технология обратной связи, обеспечивает супер Б качество звука, 15 вольт и 4 Ома нагрузки. Но я, к сожалению, не нашел Sanyo фирму, я нашел только он 7. 4-омную нагрузку. 6,67 умножить на 3 будет как раз 20 кГц. То есть сразу несколько гармоников прихватывает. То есть вторая, третья гармоника и все. 1 кГц меньше искажения, а на низкие частоты совсем мало. Тут почему-то не указано про супер класс Б. Да-да-да-да. ТПА 3106 D1. Их две штуки. ТПА 3106. Цифровой до 26 вольта. А вот на 4 Ома 16 Вт. 3,2 Ома нагрузка. Использование вот таких вот микрочипов на одной плате, причем рядом герой. Пожалуй, мне придется рассказать, что здесь я сделал. Потому что я думаю, что маленькие дети потом будут реветь, почему у них не работает. Реализовано балансное включение, плюсовое так минусовое. И здесь я заменил на землю. Получается, что земля плюс. Если вот белый провод убрать, то будет такой пердеж обкакаться. Ну давайте попробуем послушаем. Ну вот так вот, нормально. My name is Foxy. I don't do drugs. To lose my mind. You've been gone for so long. I'm running out of time. I need a doctor. Call me a doctor. I need a doctor.
скажу. А он даже не нагрелся. Вообще теплый. Но я скажу, что я пытался выжимать полную мощность, но что-то он даже, не знаю, лампочки не горели. Но мне было страшно за соседей. Да, я думаю, что неплохо. 24 вольта. Ну, давайте попробуем посмотреть, что себе представляет на графике. Вот нету питания. Что-то вот это фонит, непонятно за что. 1,2 вольта. Вот это вообще сильно подняло. Я слышу свист. Либо оттуда, либо оттуда. 7 вольт это здорово. Слышь, там пи-пи-пи-пи-пи-пи что-то. О, дым пошел. Вот где-то, по-моему, вот это провода, они уже обесцветились. Давайте 6 вольт оставим и на высокий пойдем. Видите, бывает интермодуляция от этой палочки. И бывает, когда движется, там какие-то шумы в разные стороны идут. Это интермодуляция. Скорее всего, вот это низкочастотный шум за счет качелей, то есть они в противоположную сторону, и эти штуки не уничтожатся. Иногда вышибает. Вот это очень горячее. А, вот это вообще дротели не рассчитаны на эти. Ой-ой-ой-ой. То есть вот эти провода, они как раз провоняли. Ну, 7,5 вольт. Ну, 14 ватт. Что-то я не понял, но у меня такое ощущение, что здесь высоких не хватает. Одна клетка 3 дБ. Это нормально? Меньше громкость, больше громкость. Так, ну-ка. Видите, это 6 вольт на 300 Гц. А там уже 3 вольта. То есть 2 раза падает. 6 дБ падает. Это нехорошо. Поставил мультиметр на другой канал. То есть теперь вот этот канал берет. Раньше было 10, теперь вот здесь канал. И смотрим, тоже ли самое будет падать. То есть 6 вольт. 9 кГц, уже 3 вольта. То есть 6 дБ упало. Не-не-не-не, это мне не нравится. Так, ну в общем, давайте подведем итоги. Оно сломалось. Приходит он вот в такой вот коробочке, ну трудно, да, не понять, что это он. Здесь уже темброблок, и здесь есть ТАСС 5707. Техас, что ли? Вот попробуем. Подцепил провод, припаял, у меня тюльпанов нет. И вот это питание уже, это самостоятельно. Вот это уже больше не работает, вот это будет. И подключил сразу на колонку. Регулятор это бас, причем он с средней точкой. Щелкает здесь, и даже больше бас. Громкость обычная, но я делаю до максимума, потому что чувствительность какая-то у нее слабая. Ну давайте попробуем, послушаем. Зима во тьме ночной кружится над уснувшим городом земным. Под серым небосводом словно белый дым. Она пришла сюда не в срок простой случайности, итог или рок. А мир почти такой, каким он был вчера и сотни лет назад. Что значит для него один увяз?
Ну, конечно, да, уже начал громко орать. Что-то непонятно, вот что у них родные входа, что ли? Что там было написано-то? Эдифар, Валум, Бас, R980T. Видите, PC AUX. Пересоединил на резисторы, но нужно проверить, сколько сейчас напряжения. Ну, как видите, 13 вольт, чуть ближе к 14 вольта. Это блок питания. Так как это мостовой режим, поэтому 14 вольт это довольно хорошо. Появилось вот это щепение, который, как я понимаю, через блок питания идет. А вот это 1 вольт. Все, клиппинг вступает. Здесь и здесь. Сейчас работают два резистора. Смотрите, 6 вольт. 7,4. Ну вот смотрите, 8 вольт уже все. 7,5. 14 ватт. На 4-омной нагрузке. Давайте по высоким пойдем. А вот искажения пошли. Да, я уменьшил громкость. 6,6 вольта. А, там 7 вольт. Смотрите, почему-то вот именно на этой частоте, именно вот на этой, какой-то горб 6 вольт. Походу неравномерность чиха. Ладно, все, смотрим на чиха. Да, вот видите, вот здесь получается, что здесь происходила коррекция чиха для именно данной колонки Edifier. Вот такую кривизну можно было записать, что получилась идеальная чиха для колонок. Когда я слушал музыку, я заметил, что сильно кричит на вот этой частотке, поэтому здесь бесполезно что-либо делать. Ну давайте попробуем басы сейчас увеличить. На 100 Гц басит, причем пошаговые. Ну, жопа, блин. Найти программатор, чтобы перепрошить эквалайзер. Обратите внимание, что вот эта громкость тоже пошаговая. Я плавно кручу. Тон компенсации тут нету. Теперь кажется понятно, что это на входе ЦАП. У него встроенный ЦАП есть, и видите, как в него жестко обрезает, может тоже 4400. Что, давайте подведем итоги. Эта плата впервые представлена, во что может превратиться в 21 век. Именно эта плата позволяет корректировать всякую китайскую колонку, и будет как идеально ровная чиха. Поэтому вот эта плата есть наше будущее, с чем мы неизбежно будем сталкиваться. Взаимозаменяемость тут практически невозможно, потому что вся чиха уже заложена заранее. Придется его перепрограммировать. Видите, вот тут есть специальная дорожка, 4 контакта. В принципе, реализация была хорошая, качество более-менее нормальное, но для S30 она не подойдет. Вот он, R980T. Это колонка. Тут написано, что 24 ватта выходной мощности. Это неправда. А вот тут более-менее правдиво. RMS 12 ватт. А чиха, как тут сказано, на рабочем месте. Не специальная камера. Вот и какая-то кривизна и такая вот. Чип базирован на Texas Instruments. Никаких вмятин, видимых повреждений, порезов, ничего нету. То есть все замечательно. Ну что, пора к новому, да? Вы видите эту? Вы видите эту? Давайте посмотрим, что там находится. Вон там. Я вам даже расскажу, как я его получил. Когда пришел на почту, и в очереди где-то 10 человек улыбалась, и вот эта вот надпись прямо впереди. То есть она несла, и прямо видно эта надпись. И все 10 человек в очереди, все видели, что это я сталкер. Я охренел, честно говоря, я покраснел от этого. Она улыбалась, я такой, и все потом другие на меня смотрят. Кто такой сталкер? Кто такой сталкер? Причем великий. Кто такой сталкер? Так что, блин, ну не надо вот так, вот ну, не надо вот это вот. Я все-таки человек. Да, давайте откроем эту штуку. Не подходит? Нет, не подходит. Тоже не подходит. Да блин, ну что такое? Вот, нашел. Вот она. 5630 600 ватт. Инструкция для самых маленьких детей. Когда если сломается, взорвется дым, там взрывы, там, то тогда мы начнем читать инструкцию. Как же надо было все-таки включать, правильно? А пока мы всегда знаем, как надо включать. Все. И еще возьмем вот это. Вы видите эту? Вы же видите, да?
это то, что я... А, еще инструкция для самых маленьких детей, чтобы я это читал. Вы понимаете, да, что сейчас будет? Вы видите это, да? О, все работает. Так, теперь нам осталось подпаять выходы динамики. Кошак, ну как тут прицеплять-то? Почему тут ничего не работает, а? Это вот сюда должно быть. Кошак, ну кошак. Не, вы уже видите, да, вот это? Каким образом я подключу 4 контакта? Вы точно видите? 4. Раз, два, три, 4. Где земля? Где аналоговая земля? Это же цифровая земля. Силовая. Раз, два, три, 4. Где 5-й контакт для земли, чтобы я мог запаять землю, аналоговый сигнал? Это же вам не игрушка, чтобы 600 ватт прокачивать. То есть земля-то наша Так, ну в общем радиатор вот так вот прицепил. Сексуально, да? Сразу видно, дедушка помог мне. Кошак, ну ты же могла бы покрасивее как-то делать. Ну что это такое вот это? Что такое? Это что такое, а? Ты какой-нибудь там бантик как-то можно было привязать? А? Ну, кошак. А. Ну, блин, ну что это такое вот это? Ну, это же искусство 2000 стоит. Это самое ублюдочное изобретение, что я когда-либо видел. Вход-то балансный и абсолютно повторяет выход балансный. То есть здесь мне подключить к этому усилителю бесполезно, потому что он не балансный. Один из каналов на землю уходит. Давайте посмотрим. Прото молчит. Видите, прото молчит, скотина. Молчит. Скотина. Прото молчит. Мне же придется тогда придумать здесь операционник, который будет смешивать из небалансного в балансный на этот вход, чтобы получить мощность в 4 раз больше. Ублюдки. Ну что, у меня готово. С этим я бороться не буду, потому что это не моя проблема. Это проблема мастер-кита. Или это у китайцев покупали. В общем, я подключил именно так, как у меня не балансный подключается. И только на одном из каналов, получается, прокачка идет, другой просто смещение, средняя точка создается, чтобы без конденсатора. И все, это вот такая самая тупая технология, что я когда-либо видел. Давайте попробуем подключить. Все. Система включена, хлопка здесь не было. Ну давайте попробуем, послушаем. The moonlight, just give me space to breathe. Let me see inside the darkness, just to wash away the fear. The cold surrounds me now, in a sea of lines and dots. The moment life's about, it's quiet now. All I hear is raindrops. An eternity will quiet, it seems. The dark is gone and light appears in shades of blue or red or green. The pain fades out of a forgotten dream. And once again I smile and sit on the edge of the world, and I won't trip before that silence comes. Chaos drops, it's quiet now. All I hear is raindrops, 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 raindrops. Веришь,
что никто из вас не прислушивали к звучанию усилителя, а тупо смотрели просто видеоряды. Наверное, потому что звучат почти как оригинал. А все почему? Потому что здесь написано. Ну а сейчас давайте послушаем еще какую-нибудь басовистую музыку. Ну что, загипнотизировала вас эта музыка? Вообще не нагрелся. Ему вообще плевать. Ну, потому что это полумост. Считай, он работает только на полумосте. Лампочки не мигали, так что вентилятор для этого случая вообще не нужен. Я эту бумажечку вот здесь положу. Пусть вас будет раздражать 600 Вт. Чаще туда смотрите, чем вот сюда вот. Пусть эта вас цифра загипнотизирует. Видите, да, вот эту цифру. Ну, давайте сейчас подключим питание. Оп. Что это такое? Фонит. Ну-ка, отключаем. Угу. Как было? Включаем еще раз. Ага, фон прибавился. Тут нет на входе конденсатора. Не предусмотрена система, поэтому где на выходе только конденсатор, а на входе нету. Поэтому вот такой фон. Перекоммутировал таким образом, чтобы вот здесь было 32 вольта. Это было питание от ноутбука, это универсальное. Ноутбук 19 вольт плюс 12, примерно 31 вольт. Ну ладно. Такое напряжение, чтобы можно было подключить с полумоста большую мощность. 4 вольта на выходе, повышаем напряжение. И уже срезки. Тут срезка, тут срезка. 10 вольт. Там 31 вольт. Придется повышать напряжение на входе. Уже улучшается, видите как? Уже 11 вольт. Там 38 вольт. 39, 40, 42, 44. Это максимум. Здесь уже максимально 24 плюс 19. И полумост мы получим 11 вольт. А все уже срезки.
Видите, да, вот эту цифру? Видите, да, вот эту цифру? Там 44 вольта еще стабильно. Ну, вот, значит, смотрите, вот так вот более-менее нормально. Вот 10 вольт. Не, ну это что-то ужасно. Ну, 11 вольт. 11 вольт это 30 ватт на 4 Ома. А вы может, это умножить на 4 будет 120 ватт. Видите, да? 600 ватт. Что-то мало. Да, нужен мостовой режим, а не полумост. Ладно, давайте по высоким пойдем. Ну, в принципе, как типичные все классы D. Ну, вторая гармоника, вон где уже. В принципе, удовлетворительно. Отправим еще раз в тихую громкость. Вот это мне не очень нравится, когда маленькая громкость и слышно те шумы. Перегруз. Ладно, давайте посмотрим по АТХ. Так, мы видим, что одна клетка 3 дБ, и на 3 дБ упала к 50 кГц. А 20 кГц еще нормально. Это, кстати, здорово. Вот здесь вот есть описание, что работает до 80 кГц. Обратная связь. И мы видим, что действительно до 80 кГц. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, вот на. Здорово. Перегруз по входу. Ну что, отлично. Давайте попробуем еще такой эксперимент. Это, видите, мультитон, где одна сетка должна хорошо прослеживаться. Вот так вот. Маленькая мощность, большая мощность. Чем вот это больше шума вот таких вот выше поднимается, тем больше искажение, значит, на музыке. Повышаем мощность. Видите, на 3 вольтах искажение здесь с полезным сигналом. 4 вольта совсем много искажений здесь. В палочке полезный сигнал это искажение. 5 вольт, 6 вольт. Максимум. Я не могу больше поднять. Но видно, что уже что-то не то. Это явно уже перегружено. Где-то вот тут должен быть полезный сигнал. До 3 вольтах он полезный сигнал дает. Но это мультитон, тут много синусоид. И в минимум. И в максимум. Вот, значит, вот такой диапазон способен работать 2 вольта музыкальный сигнал. Ну что я вам скажу? Ну, мне не понравилось того, что здесь нет операционного усилителя, чтобы можно было инвентированный сигнал снова подавать. Так как у меня не балансный выход звуковой карты. Я не знаю, вот если вы будете брать такую вещь, стоит, наверное, G-Core по 5000 весь комплекс, то, извините, но в Китае, наверное, можно будет купить нормальный усилитель уже в корпусе. Так как уже просто физически не успеваю сделать все вручную. Давайте уже распакуем, посмотрим, что там внутри и как это все упаковано. Ну что я вам скажу, ну наверное, вы уже заколебались, да? Давайте сейчас перейдем вот к этому. Хотите узнать, что там такое? Или вы сами догадаетесь? Так, вот видите, 36 вольт, 4,5 ампер. Хотя внешне он какой-то легкий. Не чувствуете, что там есть радиатор. Массивный радиатор. Мне сегодня лень было ходить в магазин, чтобы покупать тюльпаны. Смотрите, что я сделал. А вот это, видели? Чтобы заземлить провод. Это земляной провод. А это левый-правый. Ну вот чья-то провода на колонке. Ну давайте попробуем, подключим звук. I'm dying to meet him, such a thing. Okay, everything I said, I take it back. What? My heart on fire. Where are you now? Where are you now?
Ну вот уже и тепленький стал. Я, в общем, прицепил, заранее проверил, что это мостовой режим, никакой из этих разъемов не заземлен, поэтому это мост. Как бы чего тут не замкнуть. Подадим. Тут 2 вольта, и там тоже 2 вольта. Значит, оба резистора сейчас идет нагрузка. Здесь какой-то шим модуляции, резкий как понос. Максимум, это отключен, это выключатель отключен. 4 вольта. О, 10 вольт. 13, 14, 15. Что-то страшно того. 15, 16. Это вторая гармоника сильно прямо давит. И там видно шипение. Пс-пс-пс-пс-пс-пс. Вода кипит. 17 вольт. Это жопа. О, там тоже греется. Тут тоже греется. 17 вольт. 18. Все, клиппинг. Причем, когда срабатывает защита, она уменьшает даже. Вот там вот видно, что какие-то шумы. Вот условие 36 вольт и 4 Ом на нагрузке. Он может варьировать до 125 ватт на одном канале. Именно вот этот чип. Ну давайте попробуем еще раз. Раздавим. Уже засветили эти лампочки. Вот по этим пикам можно увидеть, что перегрузка по входу 18 вольт. Но я не могу достигнуть до пика. До пика не доходит, но уже обрезки идет. Вторая гармоника просто огромная. Если делать потише, тихую музыку, то она всегда вместе с ней вслед идет. Если брать по тем данным, чтобы вверх вот это меньшее щепение, то всего 15 вольт. Оптимальный вариант. 56 ватт. А вот 17 вольт, которое было, 72 ватта, уже щепение. Это не очень хорошо. Единственное, что вот это 160 ватт. Как-то вот не верите в это. Это 4-омная нагрузка при 36 вольт. Вот до сюда. И вот это развитие. Это есть максимум при минимум искажения. Где-то 80 ватт. А вот это то, что мы должны увидеть на нашем осциллографе. Тут не указана мощность. А сейчас попробуем вот 15 вольт оставим и на высокие пойдем. Видите, целый хвост щепения. Потому что вот там наверху, видите, тут вторая гармоника всегда вслед за ней. Первая, вторая. АЧХ почти ровная. Одна клетка 3 дБ, сейчас подровняю в 0. 3 дБ уже заваривает на 20 Гц. И на высоких тоже 20 кГц уже. Давай попробуем включить темброблок. Темброблок включен. Высокие. А, это бас. Да блин, тут перепутали. Высокий здесь, бас вот здесь. Вот я вот чуть-чуть так вот раз, раз. Он такой скользящий, раз, такой. А, он же... Это через напряжение идет. А это обычно терневой сигнал идет. Музыкальный сигнал, а это определяет по напряжению. Вот высокие вообще заваливают. Вот это максимум. Это максимум? Это максимум? Одна клетка 3 дБ. Вот это максимум, что ли? Что это, тонкомпенсация, что ли, какая-то? 5 дБ вверх. А если завалить, так она вообще вон как ушла. Вот так вот. А басы? Ну да, вот так вот получается. If this feeling falls away, instead of hoping that you'd stay, then the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. If I thought of calling when you've had a few, 'cause I always do. And maybe I'm too. Was it being yours to fall for somebody new? Not thought of you. So have you got the guts? Ну что, сейчас вот аккумуляторы 12-вольтовые. Вот 12 вольт и 7,2 ампер в час. Какой тип? Это литиевый или кадмиевый, не вкрывать. Так, я подключил аккумулятору 12, это 36 вольт, и сейчас сюда. И подключим сразу. Я подключаю, и вы смотрите, как получается. Вот это стартовый сигнал очень высокий и заглушает. Нет нагрузки, есть нагрузка, нет нагрузки,
есть нагрузка. Так, ну как мы видим, что шумы не повлияли. Аккумулятор не сильно помогает. Все равно это щепение есть. Уже 2 вольта. 5, 6, 7, 8, 9, 11. Это офигенная мощность. Важного щепения не происходит. 18 вольт. Щепение прошло. 20 вольт. Все ограничения достигло. Видите, там уже треснулось. Ну что, я вас поздравляю. Видите, расщелина. Эта штука уже сломалась. Нельзя было 20 вольт подавать. Пром на высоких 10 вольт. В принципе, ничем не отличается, что аккумуляторы и что блок питания. Ну, в общем, смотрите, на нагрузке 10 вольт до сих пор работает. Блок питания. Никакой разницы нету, что с аккумулятором. Я делал скриншоты. Несколько файлов скриншотов. Это у нас аккумулятор. Аккумулятор. Блок питания. Аккумулятор. Блок питания. Открыл крышку. Мощный выход. Это на входе и диод. 3300 микрофарад 50 вольт. 3000 тоже 50 вольт. Здесь смотрите, какие мощные индуктивности. И конденсаторы гасящиеся. Это радиатор. По центру вот видно, что... И тут по центру чип. Это темперблок. На базе тоже TA7630. Антенка. Bluetooth. Линейный стабилизатор, он жутко греется. А вот он LM317. Упасть до нужного напряжения для него. Кстати, для нашего усилителя я сразу посмотрел внутрь. Конденсатор 0,47 микрофарад соответствует тому, что это 4-омная нагрузка. Вот для примера покажу из другого даташита. Указано для 4, 6 и 8 омной нагрузки. А если мы представим теоретически, что фильтр рассчитан только для 8 омной, то при нагрузке на 4 ома было бы печально. Вот, к примеру, 3030К. Фильтр рассчитан для 8 омной нагрузки. 3030К, 3030К, мартовый режим. Было бы очень печально. Завал на высоких был бы неизбежен. Оно сломалось. Но в нашем случае, к счастью, это усилитель настоящий 4-омный. Хорошая моя. Кошак, а чё ты не... Чё ты не порадуешь за меня? Ну, кошак, ну посмотри. Ну, кошак. Кошак. Дай сюда. Посмотри вот это. Кошак, посмотри вот сюда. Видишь, прикольно. Да я куплю тебе Kitty Cat. Завтра куплю тебе. Завтра все куплю. Ну, просто, ну я же тебе говорю, Вискас я куплю. Ну. Моя прелесть. Все сбережения отдал на этот усилитель.
Давайте просто ее откроем. Просто откроем уже. Уже сколько можно говорить-то? Давайте открывать. Прям так. Зима во тьме ночной кружится над уснувшим городом земли. Под серым небосводом словно белый дым. Она пришла сюда не в срок простой случайности, итог или рок. А мир почти такой, каким он был вчера и сотни лет назад. Что значит для него один увядший сад среди бесчисленных